В данном видео вы увидите процесс изготовления сложной силиконовой формы и сравнение с изготовлением маленькой формы. Процесс фрезеровки, ручной доработки, отливка промежуточной формы, изготовление большой мастер-модели, отливка целой формы и готового изделия. Первым этапом гипсовая болванка фрезеруется. Черновая обработка происходит крупной фрезой. Фреза убирает основной объем гипса за меньшее время. Также крупная фреза убирает гипс в местах, где будут бортики будущей силиконовой формы. Мелкая фреза выполняет детальную резку. Ход фрезы очень маленький, чтобы получить более четкий рисунок. Следующий этап перед заливкой формы – ручная доработка готовой модели. Мастер отмечает карандашом уровень, по которому он будет усиливать рельеф. Затем места, где будет усиление рельефа, смачиваются водой. Гипс при размокании становится более мягким, что облегчает работу мастера. Вручную убираются все излишки, которые остались после станка. Инструментом мастер начинает вручную дорабатывать рельеф, чтобы форма стала более сложной и объемной, подчеркивает все узоры. Так как фреза работает только в 3 плоскостях, обратные стороны узора не гравируются. Ручная доработка этих деталей улучшает изделие, делает рисунок более объемным и законченным. Затем приступает к доработке второй стороны, смачивает ее водой и приступает к доработке рельефа. Это достаточно кропотливая работа, именно поэтому она выполняется на одном фрагменте рисунка, который в дальнейшем будет прототипом большой детали. Когда рельеф сформирован, начинается подготовка к отливке формы, изделие шлифуется. Гладкость поверхности доводится до идеала, убираются мелкие борозды отхода фрезы. Перед созданием формы убирается вся лишняя пыль, изделие лакируется. Следующий этап – создание промежуточной силиконовой формы. В работе используется силикон на основе олова, твердость по шору 30. Отвердитель используется контрастного цвета, чтобы видеть равномерность промеса. Готовую смесь отправляют в вакуумную камеру. Вакуумная камера убирает все пузырьки воздуха, которые могут испортить готовую форму. После вакуумной камеры приступает к заливке силикона. Силикон наливается на заранее покрытую лаком модель. Силикон заливает сверху тонкой струйкой, чтобы пузырьки с поверхности вышли и не попали в форму. Смесь равномерно распределяется по модели. Форма заливается слоями. Когда модель почти заполнена, силикону дают растечься. При необходимости силикон добавляется. Вы также можете посмотреть видео об изготовлении силиконовой формы для 3D панели по подсказке вверху. Силикон наливают до тех пор, пока он полностью не покроет мастер-модель и сформирует необходимую минимальную толщину. В отличие от сложной формы, которую изготавливают в несколько этапов, обычный фриз сразу после резки шлифуется и покрывается лаком. Затем мастер-модель готова к изготовлению формы. После полного высыхания силикона обрезается фаска. Это необходимо для того, чтобы форма лежала на плоскости ровно. Форма извлекается и готова к отливке. Отливка изделий из промежуточной формы. Форма смазывается, так достать готовое изделие будет проще. Подготовка гипсовой смеси. В работе используется высокопрочный художественный гипс марки G16. Гипс заливается тонкой струей в форму, так во время заливки выходит часть воздуха.
Затем из формы выгоняют оставшиеся пузырьки воздуха, распределяют смесь по форме. Выравнивается задняя стенка. В отличие от маленькой формы, отливка которой уже будет являться финальным этапом производства. После застывания гипса детали отправляются на объект для монтажа. Чтобы посмотреть подробное видео об этапах установки потолочных карнизов на объекте, смотрите наше видео по подсказке вверху. После застывания гипса модель извлекают и приступают к отливке следующих. Итоговую форму будут изготавливать из 4 фрагментов рисунка. Их собирают на заранее подготовленной основе, которая задней стенкой повторяет карниз. Это будет мастер-модель для последующего изготовления целой формы. Торец каждой детали шлифуется под 90 градусов. Затем на место стыка узора и основы наносится насечка. Так детали крепче склеятся и увеличится адгезия. Процесс склеивания первой детали с основой. Мастер прикладывает первую часть узора, дает клею растечься по поверхности, затем проверяет уровень, параллельность декора относительно заготовки. Затем на торец первой детали наносится клей. В стык к ней устанавливается следующая деталь узора. По мере склеивания мастер наносит черновую шпаклевку на места стыков деталей. Аналогично клеятся оставшиеся детали. По мере склеивания мастер проверяет ровность установленных деталей уровнем и штангенциркулем. Когда склейка завершена, все стыки шпаклюются на чистовую. После застывания шпаклевки деталь зашлифовывается, гладкость доводится до идеала.
Затем деталь покрывают лаком для дальнейшей отливки уже итоговой формы. Аналогично показанному в начале видео разводится силиконовая смесь. На данный размер декора 870 мм длиной понадобится 20 кг силиконовой смеси. Ее разводят сразу в нескольких ведрах. Поэтапно пропуская через вакуумную камеру для устранения пузырей. Затем большой объем силикона заливается на подготовленную мастер-модель. Силикон должен покрыть модель полностью, а так как она находится в разных уровнях, а не плоская, начинают заливку с одной стороны, давая силикону растечься. После того, как силикон полностью покрыл модель, его доливают уже из центра, чтобы он равномерно покрыл оставшиеся выступы детали, а затем сформировал необходимую толщину задней стенки. Затем строительным феном выдуваются пузырьки воздуха, выступившие на поверхность. После застывания силикона обрезается фаска. Разбирается деревянная опалубка. Форма извлекается и готова к отливке. Отливка итоговых изделий осуществляется также из художественного гипса марки G16. Форму равняют по уровню. Затем смазывают. Гипс в форму наливают тонкой струйкой, чтобы вышли все пузырьки воздуха.
форма является сложной, ее задняя стенка изогнута под карниз, и сразу отлить изделие с гладкой стенкой невозможно. Излишки, которые стекли из формы, собираются и накладывают на заднюю стенку. Когда гипс немного схватился, заднюю стенку равняют по профилю формы. Она должна быть идеально гладкой и повторять силиконовую форму, чтобы точно встать в паз на карнизе. Когда гипс схватился, изделие извлекается из формы и готово к отправке на объект для дальнейшего монтажа. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх, пишите комментарии, задавайте интересующие вопросы. Посмотрите также другие наши видео, в которых мы делимся процессом работы и различными тонкостями изготовления силиконовых форм, гипсовых и полиуретановых изделий.